Ахой, комрады! Доброго вам времени суток, с вами Муромец, и сейчас мы поговорим про фильм по мотивам серии компьютерных игр Uncharted. В российской локализации Uncharted превратился в Uncharted на картах не значится. То есть, впихнули английское название русскими буквами и через двоеточие расшифровку. Полагаю, это чтобы детки не перепутали, сразу поняли, что фильм по той самой игре и не прошли мимо. Сразу скажу, фильм проходной, как и большинство основанных на играх, но не отвратительный. Если сравнивать с классикой жанра Индиана Джонсон, то он совершенно точно не дотягивает. Он даже до библиотекаря не дотягивает, чего уж там. А вас я призываю дотянуться таки до кнопочек Ютуба и понажимать их. С видосов я никогда ничего не имел, кроме убытков, а подписка мотивирует пилить дальше и не забрасывать хобби. Юмор в фильме очень посредственный, хотя для него был большой простор. 3 главных героя вынуждены сотрудничать, хотя все они аферисты и готовы предать в любую минуту. Все они недолюбливают друг друга и даже пытаются подкалывать. Проблема в том, что только пытаются. На их взаимоотношениях можно было отыграть по полной. В такой ситуации шутки и подначивания обычно смотрятся органично и весело. Главное, грамотно это все расписать сценаристу. Мечты. Сценарий писал какой-то творческий импотент, который не умеет в здоровые взаимоотношения. Хоть бы посмотрел фильм «Блеф» с Адриано Челентано для вдохновения. Приключенческая составляющая тоже очень слабая. Все тайники выглядят максимально неправдоподобно. Головоломки для их открытия высосаны из пальца. Чтобы не быть голословным, вот пример. Приезжают они в Барселону с ключами от тайника, и начинается приключение. Они для себя снимают церковь и начинают внутри ее крушить в поисках двери. Я так понимаю, они много священнослужителям шекелей отсыпали, чтобы те закрыли на такой глаза. Но об этом фильм умалчивает. Находят потайную дверь, открывают ее и идут по тоннелю, в котором уже вполне современные трубы проложены. Оттуда они заваливаются на какую-то дискотеку и за барной стойкой посреди толпы открывают еще одну тайную дверь. Там внезапно оказывается ловушка. Вода из фонтана над ними перенаправляется и затапливает их камеру, но не соседнюю дискотеку. За, судя по всему, герметичной дверью. Ну а что, в древности все тайные двери были такими. Чудом вырвавшись, герои оказываются перед последней дверью, и им нужен второй ключ. Тут зритель с изумлением видит, что решетка ливневой канализации, между прутьями которой разве что голову просунуть нельзя, ведет прямо в эту предпоследнюю камеру, и туда сбрасывается необходимый ключ. Открывается дверь и та-дам! Вот вам никем не тронутое сокровище. У меня масса вопросов по поводу этого квеста. Я как бы не ребенок дошкольного возраста, чтобы верить в такую ерунду. И если бы все реально было устроено так, то это сокровище было бы найдено, причем очень быстро. Мало того, что все двери были нифига не секретными, так как кто-то же делал ремонт в помещениях общественного пользования. Там в церкви, в клубе. Коммунальщики трубы же как-то прокладывали в супер-пупер потайном тоннеле. Более того, неужели ливневку и фонтан никто не обслуживал за сотни лет? Наверняка да. Наверняка люди бы заметили механизм перенаправления воды из фонтана куда-то еще. Я так думаю, что это все из-за неправильного возрастного ценза. Написано, что фильм для детей после 12. Это ошибка. Там для детей до 12. Это срочно надо исправлять. Можно еще пример. Ближе к финалу фильма герой находит в гроте 2 парусных корабля, стоящих на земле. Но прикол в том, что чтобы попасть в этот грот, нужно поднырнуть и проплыть под водой внутрь. Как туда попали корабли? Вот мне интересно знать. Еще в фильме, несомненно, зрелищная сцена схватки на этих кораблях, которые по воздуху перевозят 2 вертолета. Нарисовано все отлично, абордаж выглядит прикольно, но есть одно большое «но». Это все выглядит максимально неправдоподобно. Корабли раскачиваются, сталкиваются друг с другом. Как в таких условиях вертолеты не задели друг друга винтами или просто банально не потеряли управление, для меня загадка. И ладно бы это была очередная часть фильма
библиотекарь. Там магия и комедия абсурда, там бы такое смотрелось органично. Но тут как будто реализм, и вот я ни разу в это не верю. В общем, посмотрел я на это и решил глянуть игру, так как эта серия игр прошла меня стороной. Наверное, потому что у меня никогда не было плойки. Первое, что я заметил, первая игра вышла аж в 2007 году. Это 15 лет назад. Возрастной ценз у нее 16+, по PEGI. То есть, по теории, самым ранним и верным фанатам сейчас 31 год. Ну, у нас же все возрастной ценз соблюдают, правда? Самая последняя часть выходила в 2017 году. Самые юные ребята, поигравшие в нее на релизе, сейчас будут иметь уже 21 годик. Я это к тому, что основная масса людей, которые играли в игру и по ностальгии пойдут на фильм, будет в пределах от 20 и далеко более лет. Причем перекос будет в более возрастную категорию. И у меня возникает вполне закономерный вопрос, что курили создатели фильма, что они взрослым людям впаривают откровенно детский фильм. Второй удар для меня был после просмотра летсплея этой игры. Я честно посмотрел прохождение от начала до конца. Вы знаете, для 2007 года офигенная игра. Прям как кино посмотрел, которое лучший фильм от 22 года. И это феноменально. Там совсем другой сюжет, он умнее и логичнее. А главное, интереснее. Там даже юмор лучше, чего я совсем не ожидал. Почему нельзя было просто взять сюжет из игры, убрать из него игровые условности и экранизировать? Почему каждый раз все хорошее превращают в идиотизм? И главное, зачем? Моему уму это непостижимо. Вот зачем они расставили головоломки в Барселоне? Они там нелепо смотрятся. В игре действие происходит на неизвестном острове, какой-то брошенной испанской колонии. Там нет людей, одни руины. Любые головоломки вполне могли сохраниться нетронутыми. Прикол в том, что несмотря на это, в игре все сокровища были найдены до героев, даже на необитаемом острове, не указанном на картах. Вот как так вышло, что разработчики игры умнее киноделов? Несмотря на то, что у меня подгорело после просмотра прохождения, фильм не отвратительный, это стоит признать. Но вот с возрастной категорией создатели явно промахнулись. Ну то есть фильм где-то уровня утиных историй. Старина Скрудж Макдак, считай, Салли, нанимает Билли, Вилли и Дилли в лице Дрейка себе в помощь для приключений, а к ним прибивается Поночка в нагрузку. Ну понятно, в лице Хлои. И я совершенно серьезно в детстве обожал утиные истории. Считаю, отличный приключенческий мультсериал для детей. Поэтому фильм тоже детям понравится, уверен. Взрослому человеку только если под пиво с выключенным мозгом. Второй раз смотреть не потянет. Такие дела. Под видео есть кнопочки, не забудьте их потыкать и написать мне что-нибудь приятное в комментах. Всем добра, всем пока, увидимся на полях сражений.